первым замечательным пределом мы закончили. Теперь, перед тем, как перейти ко второму замечательному пределу, давайте мы рассмотрим нечто немножко более простое. Вот рассмотрим такое предельное соотношение, когда x стремится к плюс бесконечности, а больше единицы. Ну, то есть вверху стоит просто x, линейная функция, а внизу стоит показательная, которая растет, как мы уже знаем, гораздо быстрее, чем линейная функция. Естественно, ожидать, что это будет 0, x стремится, видите, именно к плюс бесконечности. Тут важно, что плюс бесконечность. Как это доказать? Как это доказать, если мы уже раньше строго доказали такой факт? n поделить на a в степени n, когда n стремится к бесконечности, равняется нулю. Это мы доказали. Когда n, я здесь пишу, я плюс не пишу, потому что натуральное число никакой другой бесконечности, кроме как к плюсу, стремиться не может. Оказывается, здесь тоже мне поможет. Здесь мне поможет теорема о суперпозиции. Теорема о суперпозиции. Давайте в качестве предварительного этапа рассмотрим предел вот такой. Целая часть x плюс 1 поделить на a в степени целая часть x. x стремится к плюс бесконечности. Ну, целая часть мы обсуждали уже, что это такое. Так, это ближайшее слева целое значение, да, для x. Если, скажем, x это 6,7, то целая часть это будет 6. Если 6,0, все равно целая часть будет 6. Ну, нас тут интересуют только положительные величины. Для отрицательных тоже можно написать. Да? Минус 6,7 это какая будет целая часть? Нет, минус 7. Ближайшее слева целое. Да? Ближайшее слева. Вот. Но это не важно. Тут у нас иксы положительные. Так вот, как доказать, что этот предел равняется тоже нулю? Вот для этого я могу использовать, опять же, теорему о суперпозиции. Переписываю пока это без всяких изменений и заменяю x на y. Да? y плюс 1 поделить на a в степени y, суперпозиция, целая часть x. Значит, еще раз. Как я отсюда могу вернуться к исходной функции? Я просто беру все выражение, которое указано после кружочка, да, и подставляю его на место y. И то же самое в том случае, когда мы рассматривали синус x на x, я сделал, когда я анализировал случай отрицательных иксов. Вот это все, это есть y. Так? Аргумент внешней функции – это фактически внутренняя функция. Все, что здесь стоит, ну, кроме, конечно, скобки, я вот сюда должен поставить. Ну и получу ровно то, что было раньше. Вот, значит, у меня такая получилась суперпозиция. Так. Когда x стремится к плюс бесконечности, что происходит с его целой частью? Ну, она тоже стремится к плюс бесконечности. Ни в какой точке, кроме плюс бесконечности, целая часть не равняется плюс бесконечности. То есть третье условие нашей теоремы о суперпозиции выполнено. Ну и это означает, что предел суперпозиции равняется пределу внешней функции. Но обратите внимание, вот здесь она, конечно, стремится к плюс бесконечности, но что у нас за значения будут? Это же целая часть, да? То есть фактически все эти данные являются целыми. Y
смотрите, это просто целые числа. Значит, я могу написать, учитывая так, это, y это целые числа, потому что мы на их место подставляем целую часть x. Значит, тогда предел, а если это целое число, то самое разумное его буква n обозначить, правда? Это нам уже привычно, что это целое число. Значит, n стремится просто к бесконечности. Конечно, к плюсу, но это же натуральное число. n плюс 1 поделить на a в степени n. Ну, согласитесь, что это 0. Совершенно очевидно, если не так очевидно, но представьте это в виде суммы двух дробей. Мы и для одной, и для другой доказали, что равняется нулю предел. Равняется нулю. Вот. Вы скажете, зачем мы такую жуткую, страшную функцию рассматриваем? А вот зачем. Смотрите. Я хочу оценить интересующую меня функцию. С одной стороны, она больше нуля. Это очевидно. А с другой стороны, смотрите. Тем более, зачем я плюс 1 написал. Если я увеличу числитель и уменьшу знаменатель, то вся дробь увеличится. Если я напишу вместо x целую часть x плюс 1, я увеличу числитель? Увеличу. Немножко, но увеличу. Да? Потому что это как раз будет следующее целое число, которое больше x. А здесь я пишу а в степени целая часть. Целая часть я уменьшу, потому что целая часть, она меньше, чем x. В крайнем случае равна. Вот. Но я уже доказал, что когда x стремится к плюс бесконечности, это стремится к нулю. 0, естественно, тоже стремится к нулю. Куда ему деваться? И вот по теореме о переходе к пределу неравенства я сразу получаю, что это интересующее меня выражение тоже стремится к нулю. Теперь я могу еще один интересный факт доказать, похожий на это. Вот мы уже установили, что быстрее растет факториал, чуть медленнее растет показательная функция x, чуть медленнее растет степенная функция. А что растет еще медленнее, чем степенная функция? Ну, логарифм растет медленнее. Вот сейчас мы это покажем. Значит, рассмотрим такой предел. Рассмотрим такой предел. Логарифм по основанию а от x поделить просто на x. X стремится, опять же, к плюс бесконечности, а больше единиц. А больше единиц, чтобы это росло. Так. Воспользуюсь теоремой о суперпозиции опять. Пока вы мне не разберетесь, я от вас не отстану. Да? Вот я хочу, чтобы у меня наверху как раз был y. Это означает, что, опять же, после кружочка надо написать то, что здесь было. Логарифм ax. А что тогда я должен написать здесь? Да? Что я должен написать здесь? Что-то с y, да? Что при подстановке вместо y логарифма x превратит все это вместе в x. Ну, смотрите. А логарифм а в степени x. Это как раз и будет x. Вы согласны? Да. Это же операция обратная к операции возведения в степень логарифмирования. Да? Значит, а в степени логарифм по x это есть как раз x. Вот. Вот. Ну, значит, тут я должен написать а в степени y. Чтобы как раз это превратилось в x, когда я вместо y напишу вот это. Ну вот этот факт, если вы этот факт не понимаете, я вам ничем не могу помочь, но для этого есть книжки
по элементарной математике, да, желательно все-таки этот факт понять. Или хотя бы принять на веру, да, что действительно так будет. Так, смотрим теперь опять. Мы получили суперпозицию. Смотрим, что происходит с внутренней функцией суперпозиции. Когда x стремится к плюс бесконечности, логарифм неограниченно возрастает, если a больше нуля, стремится к плюс бесконечности. Стремится к плюс бесконечности. Представляете себе график логарифма? Вот, молодцы. Ну вот, нарисуйте там его себе рядышком. Не очень. Не очень, да. А график экспонента представляете? Ну, видите, как хорошо. Смотрите, вот у вас экспоненты, да? А в степени x, если а больше. Тогда вы просто рисуете биссектрису этих двух четвертей и строите симметричную картинку. И вот это будет график обратной функции, то есть логарифма. Вот. Это у нас единичка, значит, это тоже будет единичка. Вот так логарифм себя ведет. При подходе к нулю он очень быстро стремится к минус бесконечности. При стремлении к бесконечности он очень медленно растет. Очень медленно растет. Так, значит, он все-таки растет, да? Ни в какой точке, кроме плюс бесконечности, он не принимает значение плюс бесконечность. Я к тому, что, опять же, третье условие теоремы суперпозиции, конечно, выполнено. Ну, значит, я имею право применить эту теорему. Предел суперпозиции равен пределу внешней функции. Значит, это равняется пределу. Когда уже тут я пишу y, y стремится к тому же плюс бесконечность. Ну и внешняя функция y поделить на a в степени y. А то, что это 0, это мы знаем. Это мы уже доказали. Так что вот, это тоже, оказывается, имеет предел равный нулю. То есть x растет быстрее, чем логарифм при любом основании. Ну, больше нуля. Ну и по данным там x квадрат. Более того, если я даже возьму тут степень меньше единицы, но больше нуля, все равно это подавит рост логарифма, и мы в итоге получим. Так что следующее по скорости роста это логарифм x. Вот. Быстрее всего растет факториал из этих четырех функций, потом показательная, еще медленнее степенная и самый медленный рост логарифма. Так. Ну а теперь давайте скажем пару слов о втором замечательном. Второй замечательный предел для функции теперь будет выглядеть так. Единичка плюс x. Так, тут опять же, как нам его, когда x стремится к бесконечности или к нулю. Ну давайте к бесконечности все-таки, для единообразия. X стремится к бесконечности. Вот, примерно такое мы уже рассматривали. Это равняется e. Но тут два важных момента. Во-первых, x уже не обязательно целое. И во-вторых, видите, я тут написал просто бесконечность, хотя x у меня вещественное число. То есть это означает, что я могу к бесконечности приближаться не только неограниченно вправо, но и неограниченно влево. То есть, когда x стремится к минус бесконечности, тоже будет тот же самый предел. Так что вот это более, конечно, общая ситуация, чем та, которую мы рассмотрели в разделе о пределе последовательности. Просто x как-то стремится к бесконечности. Ну и мы это доказываем в два этапа, как и первый замечательный предел. Значит, первый этап все-таки рассматриваем случай, когда x больше 0. Когда x больше 0. Я не буду очень подробно это делать, я просто приведу такое двойное неравенство, а вы уже потом все сообразите сами. Значит, идея ровно та, которую мы использовали чуть-чуть раньше, когда рассматривали предел x, деленного на a в степени x. Я оценю эту функцию с помощью двух функций, содержащих целые части,
Ну вот как мне это сделать? Здесь понятно, поскольку основание обязательно больше единицы, у меня же есть больше нуля, да? Значит, если я показатель увеличу, то увеличится моя функция. И если я вот тут знаменатель уменьшу, то опять же основание увеличится. Что я напишу? Единичка плюс единичка поделить на целую часть икса в степени целая часть икса плюс 1. Согласитесь, что я все это увеличил, да? А здесь наоборот. Единица плюс единичка на целая часть икса плюс 1 в степени целая часть икса. А тут я как раз все уменьшу. Если я докажу, что это стремится к e, и это стремится к e, когда x стремится к плюс бесконечности, повторяю, что я рассматриваю случай, когда x больше нуля. Если я это докажу, то по теореме переходит к пределу в неравенствах, я сразу получу здесь тоже e и докажу, вот, по крайней мере, половину моего соотношения. А как я это докажу? Да вот так же, как я это делал чуть раньше. Да? Я рассмотрю это как суперпозицию и воспользуюсь тем фактом, что предел единичка плюс единичка на n в степени n, когда n стремится просто к бесконечности, это уже предел нами изученный, он равняется e. Ну, фактически, да, вот что тут написать? n, а тут, например, n плюс 1. Это вот как раз то, к чему мы придем, если будем анализировать это выражение. Ну так это же легко доказать, что это будет e, правильно? Умножим еще на это выражение и поделим на него. Это выражение без показателя прекрасно стремится к единице, да? Ну и все. Мы сразу, зная уже то, что мы доказали, получим, что это e. Здесь то же самое. Рассмотреть такое выражение. Здесь n, а тут n плюс 1. Ну это тоже, конечно же, предел, который равняется e. Это очень легко доказать. Не хочу этим заниматься. Так что вот эта идея сведения нашего факта к факту о пределе последовательности, она нам позволяет доказать результат для x больше 0. Попытаемся аккуратно все это закончить. Второй случай, когда x меньше 0. Когда x меньше 0. Я должен рассмотреть предел, когда x стремится к минус бесконечности от единички плюс единичка на x в степени x. Правильно? Ну, а это будет очень похоже на наши действия с первым замечательным пределом. Да? Предел x стремится к минус бесконечности. Заменю я это на минус y. Единичка минус единичка на y в степени минус y, суперпозиция минус x. Еще раз повторяю, что тут мы должны сделать, чтобы получить вот это исходное соотношение. Взять этот минус x и подставить его на место y. Да? Минус минус x. Ну, будет x у нас. Минус минус y. Будет плюс единичка на y. Да? Я тут ничего не сделал. Я просто разбил функцию на 2. А теперь смотрю, опять же, если у нас x стремится к минус бесконечности, то все это стремится к плюс бесконечности. Вот это как раз то, что я хотел получить. Третья часть теоремы суперпозиции очевидно выполняется. Значит, я могу переписать это в виде предел y стремится к плюс бесконечности, уже теперь плюс бесконечность, единичка минус единичка на y в степени минус y. Ну и давайте начнем тут преобразовывать. Это, конечно, не так будет просто, как для синуса, но тут я хочу избавиться от минуса. Привести к общему знаменателю и потом перевернуть дробь. Y минус 1 поделить на y. Значит,
y поделить на y минус 1 уже в степени просто x. Согласны? Если привести к общему знаменателю, то будет тут вверху y минус 1, внизу y. Если перевернуть, то тут знак пропадет. Да. Я хочу получить что-то вот такое. Y у меня уже есть. Здесь пока не очень хорошо. Но можно попытаться это немножко преобразовать. Значит, единичка на y минус 1. А тут написать единичка плюс. Вот, смотрите. Если я приведу здесь к общему знаменателю, здесь будет y минус 1, да еще плюс 1, и единички уйдут. И останется как раз то, что нужно. Так что это я тоже просто немножко преобразовал мою функцию. Уже почти совсем похоже, да? Чтобы это было совсем похоже, надо сделать так, чтобы то, что стоит здесь, соответствовало тому, что стоит здесь. Так, где же мне это написать? Ну вот тут, наверное. Равняется. Значит, единичка плюс единичка на y поделить на y минус 1 в степени y минус 1. Чтобы у меня было равенство, надо эту минус единичку компенсировать. Ну, для этого надо просто умножить еще на вот это вот выражение. Да? Опять же, я ничего не изменил, правильно? Так, ну, совершенно очевидно, хотя это тоже можно сделать в виде суперпозиции, но это уже, думаю, чересчур. Да? Совершенно очевидно, что если y стремится к плюс бесконечности, то y минус 1 тоже стремится к плюс бесконечности. Ну и мы получаем в точности такое выражение. Значит, это стремится к e, а это стремится к единице, естественно. Ну, осталось применить теорему о пределе произведения. Значит, окончательно получаем, что это есть e. И мы доказали, что предел такого выражения, когда x стремится к минус бесконечности, тоже равняется. Ну и теперь по критерию существования пределов в терминах односторонних пределов мы заключаем, что и обычный предел двусторонний существует и тоже равняется. Ну вот, из этого факта мы в свое время выведем несколько замечательных эквивалентностей. В свое время. Так? Я могу их просто сейчас привести, потому что для практики вам ничего, кроме самого факта, не потребуется. Да? Например, e в степени x минус 1 эквивалентно x, когда x стремится к нулю. Заметьте, и там у нас получается в пределе 0. Так вот, оказывается, что скорость стремления к нулю вот этого выражения как раз такая же, как и для обычного x. То есть в произведении вы всегда можете заменять вот эту разность на просто x. Доказывается сложно? Нет. Просто нужен еще один факт, который пока еще мы не доказали, и я не хочу раньше времени делать. Так, доказывается очень легко из второго замечательного предела. Или логарифм по натуральной логарифмика простоты. Вот он оказывается тоже эквивалентен x, когда x стремится к нулю. Обязательно в эквивалентности нужно говорить, к чему стремится x. В одной точке будет эквивалентность, в другой нет. Заметьте, здесь тоже у нас и справа, и слева стремление к нулю. Вот. И третья эквивалентность. Единичка плюс x в степени альфа эквивалентна единичка плюс альфа x, когда x стремится к нулю.
Все эти три факта доказываются легко, они один из другого вытекают, и мы в свое время это докажем. Тут, видите, и то эквивалентно единице. Если хотим, чтобы там и там были нули, можно просто единичку вычесть. Вот так можно записать. Это то же самое. Хорошо. На этом мы рассмотрение конкретных примеров закончим и займемся вот чем. Вот помните, когда мы близились к концу в разделе последовательности, мы там рассматривали случай монотонных ограниченных последовательностей и доказали, что соответствующие последовательности обязательно имеют предел. Оказывается, такой факт справедлив и для монотонных ограниченных функций. Вот сейчас мы это сформулируем, докажем и заодно вспомним и определение, и способ доказательства. Значит, заголовок такой. Пределы монотонных ограниченных функций. Монотонных ограниченных функций. Функция f от x, определенная e, четыре вида монотонности. Мы определение давали. Давайте я одно какое-то приведу, а остальные вы потом сами вспомните. Ну вот, в нашей теореме будет использоваться случай неубывания. Да? F неубывающая на E. Если для любых x1, x2 из E такие, что x1 меньше x2, f от x1 меньше или равно f от x2. Или возрастает, или в крайнем случае является постоянным, да? Но не убывает. Ну и таких вариантов монотонности имеется 4 штуки. Не возрастающая или просто бывающая, просто возрастающая. Так, теперь давайте вспомним про ограниченность. Ну, это на самом деле тоже просто. Что такое ограниченная функция? Это функция, у которой множество значений ограничено. Множество значений можно кратко обозначить вот так. F от E. Правильно? Это все, во что, еще говорят, образ функции. Это множество таких y, для которых существует x из E, такое, что f от x равняется y. Запись длинная, но идея очень простая. Так вот, функция ограничена, если ограничен ее образ. И тут возникают те же самые три понятия: ограниченность сверху, ограниченность снизу и просто ограниченность. Но опять же, нам будет нужна ограниченность сверху в теореме. Давайте я это определю, а остальное вы сами. Значит, f ограничена сверху на e, если существует такое n, такое, что для любого x из e f от x меньше n. Ну, если угодно, меньше или равна, все равно. Ограничено сверху. Ограничено сверху. Теперь все понятия у нас есть, нужные для формулировки теоремы. Только здесь еще вот есть такая тонкость.
когда мы изучали предел последовательности, там, ну, собственно, предел имел смысл только в одной точке, да, в плюс бесконечность. У нас функция, поэтому мы можем изучать предел функции в любой предельной точке, да, из области определений. Так вот, о чем говорит та теорема, которую мы сейчас будем формулировать? Где мы будем утверждать существование предела? В какой точке? Ну, здесь все очень похоже на предел последовательности. Мы, так сказать, будем изучать предел в крайней правой точке области определения, как и для последовательности. Там мы уходили на плюс бесконечность, и тут мы будем уходить или на плюс бесконечность, или на крайнюю правую границу множества e. Ну, то есть, если e у нас не ограничено сверху, то положим в качестве а плюс бесконечность. Если e ограничено сверху, обращаю внимание, не f от e, f от e это само собой. Я говорю сейчас о том, как выбрать ту точку, в которой мы хотим предел изучать. Если e ограничено сверху, вот какое-то e, тогда у него что есть? Точная верхняя граница. Вот тогда мы в качестве а возьмем точную верхнюю границу. Вы скажете, а может это не будет предельной точкой? Мы же предел можем только в предельной точке находить, да? Возможна такая ситуация? Давайте пример. Ну, очень просто. Вот возьму еще какую-то точку и включу ее в E. Да? Вот это E и еще вот эта точка E. Тогда точная верхняя граница это вот эта точка, да? Но она не является предельной точкой множества E, потому что я могу взять окрестность, в которой никакая точка E, кроме самой этой, не находится. Да? Так что вот, если я просто это скажу, то этого будет недостаточно. Значит, надо потребовать, чтобы это была предельная точка. Я могу от этой ситуации отказаться немножко по-другому. Я могу потребовать вот что. Пусть А это супремум Е без А. То есть, если я из Е выброшу А, то все равно эта точка А останется супремум. Обратите внимание, вот это означает, что вот подобная ситуация уже будет невозможна. Да? Если я выброшу из Е эту точку, то уже супремум будет совсем другой величиной. А если у меня А это предельная точка Е, то выброшу я А, не выброшу ее, все равно она останется предельной, потому что все равно в любой окрестности останется хотя бы одна точка из моего глаза. Так что вот я в случае, когда Е ограничено сверху, я определяю А как супремум Е и требую, чтобы даже если я эту А выброшу из Е, кстати, совершенно не обязательно, чтобы А входила в Е, но даже если она входит, если я выброшу, чтобы все равно А оставалась. Почему она может быть? Ну почему? Я же могу не определить функцию. У меня интервал, функция определена на интервале, а на концах она не определена. Вот. Значит, вот это предварительные договоренности, которые будут использоваться в нашей теореме. Это то, как мы определяем ту точку, в которой будем искать предел. Это, если Е не ограничено сверху, это плюс бесконечность. Если это ограничено, то это супремум Е. И мы требуем, чтобы
множество e было таким, что его супремум останется супремумом, даже если мы эту точку А выбросим. Ну вот. Теперь, значит, сформулировать теорему я еще успею, но докажем, наверное, в следующий раз. Кстати сказать, вот раз уж у нас такая возникла неудачная пауза, вы можете подумать, а как это доказать? Вы же, собственно говоря, уже знаете, как доказывать теорему для предела неубывающей ограниченной сверху последовательности. Да? Вот. Здесь никакие критерии мы использовать не будем, вы просто посмотрите, как мы там действуем, и нельзя ли это приспособить к такой ситуации. Ну давайте сформулируем теорему. Значит, пусть функция f, действующая из e в f, во-первых, не убывающая, и во-вторых, ограничена сверху. Пусть точка А определена так, как мы это сделали. То есть А равняется плюс бесконечности, если e не ограничено сверху, и А равняется супремум e, если e ограничено сверху. Причем в этом случае мы требуем, чтобы А по-прежнему оставалось супремумом, если мы выбросим из e саму точку А. А равняется супремуму даже вот для такого просто. Это, кстати, уже гарантирует, что А является предельной точкой. Можно отметить, что это означает, что А предельная точка Е. Ну, если А предельная точка Е, тогда, значит, имеет смысл говорить о пределе. Так вот, если все это выполнено, тогда существует предел функции f от x, когда x стремится к А. И на самом деле, это есть не что иное, как супремум множества f от e. Это мы просто покажем в ходе доказательства. Значит, при выполнении всех этих условий существует предел точки А. Между прочим, на самом деле это односторонний предел, да, потому что подходить мы можем только слева, но это не важно. И он, к тому же, равняется супремуму f от e. Ну, все на сегодня.